Всех приветствую! Хотел вам показать свой китайский станочек. Это 3018. У него рабочее пространство 30 на 18. Давайте посмотрим, что с этим станком не так, что в первую очередь я менял. В первую очередь я менял муфты. Сейчас стоят вот такие вот. Родные были вот такие. Их не самая главная проблема. Они постоянно выкручивались. У меня ось Z была даже посажена на клей. Потому что запорол очень много времени своих деталей. Дальше я поменял драйвера шаговых двигателей. Вот были вот такие. Я нечаянно уставил вверх ногами. Выше было как драйвер, так и микроконтроллер у меня. Сейчас стоят вот такие драйвера. С ними тоже есть прикол. Почему-то двигатели не захотели работать с микрошагом 1 к 32, поэтому пришлось выпаять 2 ноги. С микроконтроллером все просто. Я просто купил ардуинку, зашил ее прошивкой новой 1.1F и просто феном перепаялся сюда. Дальше я заменил упорные подшипники. Вернее, они китайские были совсем даже не упорные, а просто какие-то направляющие. Сейчас стоят нормальные упорные подшипники. Что здесь, что здесь. И самое интересное, была целиком переделана ось Z. Вот она оригинальная ось Z. Многие думают, что здесь самый слабый это пластик, но в моем случае оказалось все наоборот. Перво-наперво я умудрился заклинить эту гайку, то есть она сейчас не крутится ни туда, ни обратно. Мне приходилось подсовывать что-нибудь под шпиндель, чтобы его зажать. А второе это люфт. Причем люфт не на пластике. Это люфт на направляющих. Причем подшипники при этом люфте разбивают оси, и там появляются углубления. И люфт еще увеличивается. Собственно. Поэтому ось Z была целиком переделана на алюминий. Что мне потребовалось, чтобы собрать ось Z? Были куплены направляющие подшипники на ось X. Также были куплены направляющие подшипники и сами направляющие на ось Z. Шпиндель с держателем, так как родной двигатель совершенно нестандартный и под него держателей нету. А также мне потребовалась алюминиевая шина. В моем случае у меня это шестерка. Также я купил к ним гайки, но не с тем шагом. Померил на оси, вроде шаг был 2 мм наоборот, заказал 2 мм наоборот, но они не налезли. Оказалось, что винт двухзаходный, а гайка однозаходная. И, собственно, вот такое вот у меня сейчас крепление под вазер, то есть снимается держатель шпинделя и вместо него ставится вазер. У него здесь есть резьба, так что просто она прикручена, эта пластина. Главной проблемой при создании оси Z оказалось сохранить вылет шпинделя, чтобы не ограничить и так маленький рабочий стол. Как видно, у меня получилась вот такая вот ось Z. В ней 146 отверстий, из них 58 нарезана резьба. Я бы в жизни не решился на такое, если бы не было под рукой сверлильного станка. Так что думайте, надо ли вам это все повторять или нет. Ну и под конец давайте теперь сравним частоту обработки. Вот это было до модернизации
И вот так вот выглядит после модернизации. По дальнейшим планам я поставлю здесь вот такой вот короб. Сейчас нету гаек, пока дойдут с Китая. А также надо что-то делать с осью Y. Собственно, вот такие вот люфты на ней. И надо будет выкидывать весь этот пластик. На этом все. И специально для любителей залипать, как работает ЧПО.